Привет, YouTube! И не так давно одна из моих подписчиц мне прислала ссылку на некую книжку, которая называется «Антистервин». Авторство великого активиста, ученого и академика, который в этой книге доступным для женоненавистников языком изложил, что женщина – это по природе тупая обезьяна, уничтожитель русской нации и разрушительница семьи. И это я сейчас не преувеличиваю, а цитирую данного научного деятеля. Ну а один из тезисов книги меня настолько впечатлил, что я даже провела его в аудиоформате в своем телеграм-канале. Называется «Забить до смерти. Единственный механизм вразумления». Мне все чаще вспоминается недавний мутный ролик о казни дочери собственным отцом за измену мужу. Тот самый, где бабу с надетым на голову мешком забивают насмерть камнями. И первый камень бросает в нее отец. Вы скажете «варварство». А я скажу «единственный механизм вразумления блудливых говносамок». Другие неэффективны. И, кстати, вы все еще хотите жениться. Что ж, милостивый государь, дело нужное. Хотя на современном историческом этапе дела это настоящий диагноз. Острый оленизм, отягощенный перманентным сперматоксикозом. Послушала я тогда и решила, это какой-то отсталый и немодный сексистский бред сумасшедшего с дна интернета, для дедов. И вряд ли кто-то в здравом уме станет всерьез воспринимать такие тексты. Как-то там читать, распространять и тем более применять на практике. Поэтому я благополучно забыла об этой книге вплоть до недавнего времени. А вернуться к этой теме меня заставила встреча с моей подругой. Она поделилась со мной своей семейной проблемой. Брак на грани развода. Потому что у ее ранее вполне адекватного мужа появились какие-то странные и неуместные загоны из серии «ты баба, ты должна». И тут для понимания абсурда важно описать исходные данные. Моя подруга – обеспеченная работающая женщина за 35. У нее серьезный пост на работе, и она вкалывает буквально 24/7. Муж тем временем официально безработный, есть у него там какой-то пассивный источник дохода, но по большей части он занимается собой, прессом и серфингом в интернете. Но никто никого не осуждает, всех все устраивает, вообще 0 претензий. У них, кстати, 2 детей. Живут они достаточно обеспеченно, их средств хватает и на няню, и на домработницу, и на специального человека, который там готовит им. Короче, все у них здорово. Чисто, наготовлено, деньги есть. Но тут муж после 12 лет брака заявляет, а почему сама ты не приготовишь? Почему сама полы не помоешь? Женщина должна быть хозяйкой, хотя при всем при этом еда на столе, а полы помыты. Но товарищу мужу остро необходимо, чтобы жена пришла после работы в 10 вечера и сама лично надраивала полы своими руками. Просто чтобы доказать, что она настоящая женщина, а не какая-то там пальцем деланная. И я такая, чего, блин? Это как, знаете, если бы она сказала, чини кран сам. Хотя он уже за свои деньги вызвал сантехника, и тот стоит у них на кухне. А сейчас просто представьте, что на полном серьезе у них за ужином стали подниматься споры, как будто из паблика ВКонтакте, по типу «все, что нас окружает, создали мужчины, а что создали женщины? Да у вас мозг меньше. Вы, бабы, отстаете в развитии. Вот назови, пожалуйста, 5 вещей, которые придумали женщины». И, знаете, хочется в ответ начать гуглить советы феминисток, где будет список великих женских имен в 3 томах. Но только вот вопрос, зачем все это? И вообще, муж моей подруги ежедневно проезжается по самым жестким стереотипам, в которые мне в 2020 году даже поверить сложно. Вот так в модель современной обеспеченной семьи добавили щепотку патриархата времен царя-батюшки. Получилось блюдо под названием «идиотизм». И вот скажите, не находите ли вы эту ситуацию странной? Так, хотя бы капельку. И тут, знаете, я поняла. Все слова мужа моей подруги – это прямо точь-в-точь постулаты вот этой вот книги «Антистервин». А одна из моих подписчиц пишет мне, загляни на YouTube, там развелось куча каналов и видео, которые откровенно учат ненависти к женщинам. Особенно мне советуют оценить заголовки. И знаете, там реально есть с чего пробить лоб рукой. Как вам такое? Буду зачитывать. Послал бабу. Что дальше? Отношения с нищебродкой. Сношения с особой женского пола после прозрения. Видео из разряда «запрещаю и контролирую». А вот еще «отодрал бабу благодаря мужскому движению». Есть и с элементом загадки. Зачем баба ездит в Турцию? Как говорится, кто знает, поднимите руку. И мое любимое актуальное. Моя женщина потеряла работу из-за коронавируса. Бросить или терпеть? И знаете, там еще очень много такого. А вот прямо сейчас предлагаю придумать собственный идеальный заголовок для сексистского видео в комментариях. Обещаю, самый лучший я опубликую в своем инстаграм. От себя предложу такое простенькое. Женщина в квартире. Кормление, уход, содержание, дрессировка. И, друзья, блогеры, сексисты на ютубе, не благодарите за новую подпись на баннере. Шутки шутками, конечно, но, как оказалось, подобные ролики вкупе с литературой реально оказывают влияние на взгляды людей и имеют последствия. В голове не укладывается, но это так. Моя знакомая юрист привела мне печальную статистику из собственного опыта. В последнее время к ней все чаще обращаются с делами о разводах, потому что кто-то из супругов начитался и насмотрелся каких-то недопсихологов, идеологов, коучей.
Все это из интернетика. К ней приходят и прямо с этого начинают. Мол, я сходил к психологу и понял, что хочу развестись. И знаете, это вообще не зависит от пола. Жена находит себе недоспециалистов, которые рассказывают, что мужик должен пахать, а она домашняя принцесса-вдохновительница. Муж, в свою очередь, слушает просветителей из разряда «баба не человек, а коварная тварь». Вот и сидят оба, бьются лбами, пытаясь подстроить друг друга под завышенные ожидания, загнать в нереальные рамки. Ну, как итог, развод, дележка имущества, брошенные дети. Такая же песня в отношениях и без брака. Ну а толчком ко всему этому может стать всего лишь видео из интернета. И да, как выяснилось впоследствии, муж моей подруги тоже смотрит такие ролики и уже прочитал ту самую книгу. И даже больше, сказал ей: и тебе тоже советую почитать всю правду о бабах. Послушай умного человека, раз меня не хочешь слушать. И знаете, моя подруга в шоке, потому что спорить-то невозможно, ведь обезьяне слова не давали. И да, я тоже не стану разбирать сейчас каждый абсурдный тезис и пытаться его там опровергнуть. Во-первых, это абсолютно бесполезно. Во-вторых, можно заниматься этим бесконечно. И в-третьих, каждый останется при своем. Я хочу просто показать вам, что представляет из себя мужской контент об отношениях с женщинами. И высказать свое мнение в целом о явлении и его последствиях. Чтобы вы при встрече с такими вещами были готовы ко всему. В своих прошлых видео я уже говорила о подобном женском контенте, поэтому сегодня поговорим только о мужской версии. Но если вы хотите подробнее узнать о психологах и о коучах, которые вещают для девушек, то обязательно пишите прямо здесь в комментариях, пишите в бот в Телеграме, и я обязательно этим займусь. И начну, наверное, с самого первого восприятия. Когда я увидела заголовки, то, честно говоря, посмеялась. Типа: чем бы мы ни тешились, лишь бы не вешались. А дальше я решила посмотреть ролики, чтобы понять, какие идеи там продвигают. Нашла один из самых крупных каналов на YouTube такого плана и просветилась. И вот вам парочка мыслей, достойных премии «Светлые умы столетия». Вообще в ней больше гораздо животного, чем у мужчин. Она в большей степени живет инстинктами. Женщины зачастую меркантильны. Женщины зачастую более приземленные, чем мужчина. И это неплохо, это их природная функция. Дело в том, что если мужчина думает о высоком, о политике, о звездах, так сказать, как вылечить рак, как мир во всем мире навести, то женщина думает больше тактически, а не стратегически, о приземленных вещах, как накормить свою семью, где взять денег, куда съездить в отпуск. Женщина должна быть скромной для начала. Она не должна ярко вызывающе одеваться. Настоящая женщина должна вкусно готовить своему мужчине и подавать это ему на стол. Не пи***ть, когда мужик зол или раздражен. Это одно из качеств женской мудрости. Кто заставляет этих женщин, если они постоянно терпят насилие от мужа? У нас женщина сейчас свободная, но встала и ушла. Подала на развод. Зачем принимать какие-то дополнительные статьи? На словах все барышни верные, а по факту многие из них скачут, так сказать, по других мужиков только в путь. В ненастоящих женщинах отсутствует решимость быть с мужчиной до конца. Он станет импотентом, потеряет руки-ноги, разорится бизнес, обленится, все что угодно с ним произойдет, и я все равно буду с ним до конца. Мы помрем с голоду из-за него или попадем в неприятности из-за него, и я его не предам и не брошу. Решимость быть с мужчиной до конца. Этого не достает нашим женщинам. Узнали себя? Как вам? Вот таким образом мужчины собираются, садятся на стульчик и пытаются раскрыть великую тайну того, как функционирует женщина и как должна, согласно их желаниям. Ведь женщина не человек разумный, а значит, каждая живет исключительно инстинктами, а не самосознанием. А инстинкты можно предугадать и расписать по моделям поведения. И эти ребята почти ученые, если вы еще не поняли. И среди вот такого часового поливательства говном и перьями проскальзывает дисклеймер. Мол, это не для оскорбления и ненависти, это свобода мысли. И поправка. Женщин мы любим, и под выражением «все женщины» мы понимаем многие. Ведь исключения в женском поле существуют лишь для того, чтобы подтверждать правила. Перевожу на женский язык, он же у нас особенный. Они говорят: мы с пацанами думаем, что вы бабы дуры, но не обижайтесь. А впрочем, вы все равно не поймете, куда вам. Вот такая дразнилка времен детсада и песочницы. И один из главных трактатов, который упоминается в этих беседах, это антистервин. Тезисы там еще радикальнее и злее. Так, благодаря этой книге можно выяснить, что все бабы проститутки, все без исключения, продают либо мужу, либо всем подряд. Все бабы дуры, все тупые, но лучше с ними по этому поводу не спорить. Лучше поддакивать, авось дадут быстрее. Вот раньше было лучше, потому что развод для женщины был позором. Бабы не говорили: я тебе не прислуга. Пахали без стиралок и микроволновок. Не то, что сейчас. Женское счастье – это лысые подруги. Женской дружбы не бывает. Хорошенькая специально ходит в паре со страшненькой и советует ей некрасивое платье. Зависть и подстава. Детей женщины рожают исключительно за тем, чтобы получить алименты. Домашнее насилие случается, потому что сама хочет быть мученицей. Сама виновата. Не знали, что тираны распускают руки?
Лжете, скудоумные. Не могли не знать. Ведь автор, будучи школяром, легко прогнозировал, кто из одноклассников сопьется, а кто сядет. Интересно, а мог бы он предсказать, кто облысеет к 40 годам? Также тут написано, что у женщин легкая работа. Они не устают, поэтому от безделья маются дурью. Местами в тексте проскальзывают фразы про насилие. Вот, пожалуйста. Хочется вразумить двуногую хорошим ударом, чтобы заткнулась. И напоследок. Мужики умирают из-за баб. Они их доводят или даже травят грибами. И, друзья, не надо на меня так смотреть. Я не знаю, о каких грибах идет речь. Наверное, о тех, на которых сидит сам автор. Вуаля! Ну что, составили женский портрет? Думаю, этого хватит, чтобы понять, что несут все эти видео и книги. Но откуда ноги растут и кто автор этого шедевра? И, как оказалось, существуют сайты, которые посвящены так называемому мужскому движению. Один из них – это «Маскулист», где диванными экспертами регулярно публикуются статьи о женщинах. Ну, типа зашел, зарегался и клепай мемуары о Лене и сказку о разведенке с прицепом. Если открыть раздел «О нас», то можно выяснить, что сайт «Маскулист» – это некоммерческий проект, созданный для просвещения мужчин. Цель его – это не борьба против женщин. Ребята ни в коем разе не являются женоненавистниками. И вообще, они против оголтелого антибабства. Оголтелое антибабство. Фраза-то какая. Хотя вот приписочка. Отдельные посетители сайта могут придерживаться иных позиций и дискредитировать ресурс, не понимая его назначения. Отдельные – это, наверное, почти все. Одним из самых популярных авторов, читай самых злых, являются статьи товарища Клифф. Согласно анкете, мужчина 48 лет из Воронежа. Он же Климов Владимир. На своем сайте Владимир хвастается своими знаниями и профессионализмом в области технологий водоочистки и, конечно же, своей непревзойденной публицистикой о женщинах, где поносит их как может. Трубы и бабы – достижения Владимира. И его писульки с форумов, собранные в PDF-файлик, и есть постулат всего российского мужского движения. А раз Владимир человек науки и шарит в сточных водах, значит, он также уважаем и компетентен, чтобы утверждать, что женщина не человек. У меня вон друг тоже вышку закончил. Сейчас газификацией занимается, статьи пишет о трубах. Тоже такой ученый, такой вовлеченный. Лучше, чем Роза Сибитова в вопросах брачных консультаций. Но я решила, что нельзя судить Владимира по экстерьеру и водоочистки. Нужно понять его доводы, послушать, что он говорит ртом. Для этого я посмотрела пару-тройку видео с ним, где выяснила, что Владимир раскусил бабскую сущность после 2 разводов и истории с другом, который погиб по вине женщины. И это выяснила не прокуратура. Так подсказала совесть. И вообще Владимир просто опытный, поэтому ему надо верить. Ну а потом я наткнулась на трансляцию с радио, где выяснила, что Владимир написал не только шедевры сексистской классики, антисервин и миазмы матриархата, но и такое чудо, как экзорцизм, тактика боя. И это, друзья, ни капли не шутка сейчас, потому что Владимир раскусил самый опасный женский секрет. Это приворот и подселение демона. Дело в том, что женщины, ну, будем объективны, исходно, природно слабые существа. То есть, в сравнении с мужчиной, по крайней мере, в зоне физической силы. Угу. Им не хочется быть слабыми существами, они ищут инструменты, механизмы, которые бы позволили им, ну, неким образом возвыситься над мужчиной в том числе, решать проблемы, уж тем более повелевать в том числе мужчинами. Очень много женщин, я не говорю, что все, очень много женщин прибегает к различного рода оккультным услугам, либо занимается этим самостоятельно. Если все-таки поход будет к профессионалу, к тому самому, который не светится, которых мы не видим в СМИ, то есть не видим от слова совсем. Да? Понятно. Вот, здесь угроза достаточно серьезная. Те, кто с этим сталкивался, они становятся очень осторожными, и всех людей в ближайшем окружении предупреждают, чтобы те держали ухо востро, потому что это реальность, а реальность довольно суровая. А я тоже женщина. Чисто по природе своей я знаю, где водятся самые лучшие оккультные профессионалы, которых мы не видим по телеку. Где? В Инстаграм, конечно. Открыли мне тоже секрет. Ну, короче, все поорали, я так понимаю, да? Выдыхаем. И послушайте, пожалуйста, виды женского магического воздействия и способ прочувствовать демона. Ну, мало ли, пригодится в быту. Привороты в теме женской магии – это, ну, первая позиция. Это первая позиция. То есть, привороты для мужчины, отвороты для его подруги, если она у него есть. Есть такой еще вариант мести, называется нестоиха. Это индуцированная импотенция. Ее тоже напускают посредством магического ритуала, будем объективны. Лишний раз порекомендую свою книгу. На цифровой витрине в интернете она есть. «Экзорцизм. Тактика боя». Там есть глава техника идентификации, да? То есть, когда человек сам, не прибегая ни к кому, может определить, есть ли у него поражение или нет. Это чтение молитвы, Иисусовой молитвы вслух в течение 20 минут. Обязательно вслух Иисусовой молитвы. Если есть некое поражение, оно обязательно проявит себя. Это будет очень энергичная зевота со слезотечением,
тремор конечностей, так сказать, другие признаки, я их все перечисляю, их достаточно много. Самый частый признак, самый распространенный – это зевот и зевот со слезотечением. Итак, парни, совет для вас. Если у вас есть подозрение, что женщина наслала на вас нестоиху, то просто читайте молитву 20 минут. Зевнули в процессе? Пишите завещание. Ну а теперь проследите логическую цепочку. 50-летний мужик из Воронежа, 2 раза в разводе, верующий в приворот угадалок и экзорцизм, написал на мужском форуме писульку с ненавистью к своим бывшим и всем существующим. Эти писульки прочитал муж моей подруги и решил, что та должна мыть пол после работы, чтобы он самоутвердился, а она стала женщиной. Пау! Бинго! Друзья, такой дичи не было ни в одном моем видео. Мне сложно продолжать этот ролик без истерики, но давайте более обобщенно взглянем на авторов мужского движения и попытаемся их понять. Портрет такого человека, по моим наблюдениям, примерно следующий. Это, как правило, контингент взрослых мужчин 30-40 лет и далее. Молодые люди чаще всего не проявляют интерес к подобной херне, потому что они еще не зашорены и мыслят плюс-минус более прогрессивно. И да, им почему-то не нужна инструкция по общению с противоположным полом. Чаще всего эти мужчины 40+ из регионов. Потому что там эта тема еще прям-таки цветет и пахнет. Просто в Москве уже как минимум 2 из 5 в курсе, что женщина – это человек. Также эти люди либо верующие, либо склонные к мистицизму. Связано ли одно с другим? Как минимум, часто вера и патриархат идут рука об руку. И да, эти люди имеют 1 или 2 развода за спиной. Многочисленные неудачные отношения, где она, та еще дрянь и сама виновата. А он пушистая зая. Одни из представителей мужского движения занимаются тем, что тихо строчат гневные писульки. 1, 2, 102 и обидка проходит. А другие более публичные и постоянные. Как, например, автор канала на YouTube «За мужское движение». Начинал как адвокат с 2 собственными разводами и миллионом чужих. А теперь делает ролики с кричащими баннерами и снимает свое мини-шоу. И он, по сути, зарабатывает на этом канале, пиарит свою адвокатскую деятельность и является заложником своего образа. Это как, знаете, снял ролик «Все бабы шкуры», все туда налетели, надо еще снять 10 таких же видео. Поэтому канал будет жить. Пускай и на такой паршивой теме. И стоит заметить, что в большинстве своем ярые представители мужского движения – это прям фанатики, радикалы, назовем их так. И знаете, я больше всего не люблю фанатиков, с чем бы фанатизм не был связан. Например, можно просто любить вязать, а можно быть фанатом вязания и навязывать его всем. Это когда ты закидываешь всех вокруг пряжи, а в конце проткнешь кому-то глаз спицей. А теперь представьте, если ты радикальный сексист верующий. Мы люди, и мы мыслим через пережитый опыт. И самое непростое – это с возрастом менять свое мнение под воздействием здравых аргументов или новых фактов. Вот вы, например, считаете, что все женщины меркантильные. И поверьте, вас будет невозможно разубедить в обратном, ведь вы видели только меркантильных. Более того, вы будете искать меркантильных везде. Поставь перед вами 10 щедрых и 1 меркантильную. Все равно скажете: ага, я же говорил, пришел, а там опять продажная баба. Короче, весь мир через призму своего обиженного я. И самый адекватный человек, по моему мнению, это тот, кто готов слушать и рассматривать обе стороны. Радикальный мыслитель и фанатик к этому не готов. Также у этих людей есть культ себя. Это четко прослеживается уже в первых строчках антистервина. Такая, знаете, ЧСВХ планетарных масштабов. Вот я с пеленок готовился к семейной жизни, без вредных привычек и скверного поведения, а меня такого бросили. Ребят, но браки распадаются не только из-за вредных привычек и измен. Вот моя подруга почему-то теперь хочет развестись со своим непьющим и некурящим. Может, потому что он дал дрозда после мужского форума? Причин может быть миллион. И когда мы говорим: я хороший, я самый лучший, а от меня берут и уходят все, может, стоит пересмотреть свое я? Также у этих людей болезненная фиксация на семье, на отношениях, на женщинах. Полюбила, разлюбила, бросила, обманула. Они считают, что женщины не спят, а постоянно разрабатывают коварные планы по обману мужчин. Все такое сложное и зацикленное на каких-то обидах, комплексах и, самое главное, на деньгах. Финансовая сторона идет красной нитью. Это типичные отношения 40-летних дядек, которые на ночь думают: она хочет мой жигульчик, бабушкин сервиз и мое колечко с печаткой. Если вам 15 и вы меня смотрите, вы, наверное, даже не понимаете, о чем я. Это не та классическая королева из Инстаграм с Бали, которой папик из ТикТока Гуччи подарил. Нет. Это когда он думает, что подобрал молодую провинциальную, она ему родила и сидит в декрете. Тварь, пользуется его зарплатой в 30 тысяч и живет как королева. Или наоборот, старая добрая одногодка требует от него шубу и минеральные воды. А ему ни на шубу, ни на воды не хватает. И вообще, с чего это он должен это все ей обеспечивать? Не хватает? Вот и бесимся. Вот такой вот культ небольших, но невероятно ценных денег.
С возрастом эта проблема, кстати, прогрессирует. Но вот в чем парадокс. Если женщина зарабатывает, то это тоже плохо. Вот в одном комментарии очень хорошо объясняется суть недовольства. Шкуры стали достаточно получать на пропитание, и теперь такое качество, как надежность мужчины, уступило место привлекательности. К мужикам дофига требований по внешности, а бабе нужно просто быть собой. А еще из-за соцсетей нужно конкурировать со всей страной. Типа, о боже, у женщины теперь такие же права, как и у мужчин. Она свободна в выборе отношений. Она посмела хотеть красивых и может уйти и не держаться за нелюбимого из-за денег. Что ж такое творится-то в стране? Действительно, разложение традиционного общества. Да, это тупик, товарищи. И еще одно мое наблюдение. Знаете, у таких ребят очень плохо с эмпатией, с коммуникацией и пониманием женщины как человека. Они женятся, чтобы получить блага. Кухарку, рожалку, добытчицу денег. И думают, что женщина их рассматривает с такой же позиции. Такие мужчины не женятся на партнере, с которым можно договориться. Типа, давай ты готовишь сегодня, а я завтра. Давай ты половину зарплаты, и я половину зарплаты. Она что-то должна по умолчанию, и спрашивать до брака, что она умеет и хочет, мы, конечно, не будем. И открой секрет. Просто у женщин в голове нет заводских настроек на варку борща. И да, она ничего тебе не должна, ведь она свободный человек. Пора уже принять, что мир давно изменился, и мы должны меняться. Брак – это уже не насильный союз по нужде. Это осмысленное партнерство. Все больше людей женятся позже. Позже рожают детей, чтобы успеть сделать карьеру, получить жизненный опыт. И прежде чем вступить в брак, нужно договариваться от А до Я. Говорить, что вы хотите от брака и от партнера, а не ныть после «Ой, он или она сразу после свадьбы изменились». Но кто читает таких писателей? Судя по комментариям, анонисты и браконенавистники. «Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт». Сторонники альтернативных взглядов на происхождение вида. Самец красивее самок, курица не птица, баба не человек. Любители бить бабу молотом. Конечно, девушка-шпионка в белом пальто. Она одна не такая, она пришла рубить лайки. Хранитель очага. Семья и дети нужны женщине, а мужчинам нужна свобода. И те, кто любит цитировать классику. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Ну а если по правде, туда приходят только за тем, чтобы убедиться в своих идеях. Это, как знаете, когда вы расстались с девушкой, теперь она бывшая, а значит автоматически подлая тварь. Можно сходить в интернет и найти статьи и видео, которые это подтвердят. Согласитесь, все мы всегда смотрим только то, что сходится с нашим мнением. Хотя бы чуть-чуть. Если вы до сих пор смотрите это видео, то вы в чем-то согласны с моим мнением и идеей видео. И только потом, в процессе просмотра, вы сможете не только укрепить свои мысли, но и, возможно, узнать что-то новое. Точно так же и с видео мужского движения. Каждый пришедший туда мужчина хочет найти оправдание своей ненависти к женщинам. Но изучив чуть глубже всю эту историю с женоненавистническими видео и текстами, я поняла, что это верхушка айсберга. Под этой шапочкой бреда прячется целая условная пирамида, и в ее фундаменте есть что-то логичное и трезвое. А именно само мужское движение, которое имеет место быть, несмотря на то, что в его сторону существует много критики. Это то же самое, как судить весь феминизм по двум условным девочкам, которые устроили акцию протеста и бегали голые по Красной площади. Естественно, это не феминизм. Так и по этим видео с престарелыми экзорцистами не стоит судить общемировое мужское движение. У него есть свои идеи, свои догмы, документалистика. И если зайти на сайт этого мужского движения хотя бы в России, то можно найти вполне здравые пункты. И мужчинам есть смысл за них бороться. Например, отказ от обязательного воинского призыва мужчин и переход к контрактной армии. Принятие развернутой государственной программы мужского здравоохранения. Фактическое равноправие родителей после развода. Но рядышком же мы видим признание феминизма опасной и вредноносной идеологией полового расизма. Объявление феминизма вне закона. Бред тесно соседствует с адекватностью. Но страшны даже не эти идеи мужского движения, а принцип его работы у нас в стране. В большинстве своем все мужское движение занимается не этими глобальными целями, а тупо распространяет псевдопсихологический бред. Учит отношениям с женщинами через политику унижения, гнобления, неравноправия, возвышая себя. Мы видим на поверхности антистервин, где намекают на избиение женщин и на то, что каждая первая падшая. Почему-то на поверхности не лежат истории со слезами, где обманутый отец требует защитить право на своего ребенка. Нет, нам скорее вылетит 7 признаков неугодной женщины, кому бы вдуть. Такое ощущение, что все мужское движение создано лишь бы на зло. Типа агрессивный ответ на радфем. Потому тупо не видно никакой позитивной стороны. И если у феминизма есть много направлений, то здесь как будто бы только одно. Все против баб. И не будем забывать, что кроме радфем есть еще душевный феминизм, который работает на сестринскую поддержку, совместный досуг, психологическую помощь, продвижение законов, отстаивание прав. То здесь
Одна негативщина, построенная на женщинах. И вот тот самый муж моей подруги пришел, снял все сливки в виде антистервины и роликов на YouTube и ушел, уверенный, что жена – это не человек согласно науке ученого из Воронежа. А мужское движение – это когда она боится его кулака и молча печет пироги. Но это лишь мое мнение и взгляд на эту проблему. А что думаете вы? Спасибо большое, что вы досмотрели этот ролик до конца. Мы с вами увидимся буквально в следующем видео совсем скоро. Пока-пока.